Привет, друзья! Юлия Савичева – молодая талантливая певица, исполнительница многих известных хитов, выпускница и финалистка телепроекта «Фабрика звезд 2», участница конкурса Евровидения. Популярность Юлии простирается далеко за пределы родины. Не имея музыкального образования, она смогла всех покорить своим красивым, сильным голосом. Эта девушка привыкла много и упорно работать. Часто ради карьеры ей приходится жертвовать самым дорогим. Юлия – одна из немногих артисток, которая притягивает к себе своей теплотой и спокойствием. Очень добрый и искренний человек. Личная жизнь исполнительницы неразрывно переплетается с музыкой. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Юлия Савичева, какую трагедию пришлось ей пережить и какие сложности она преодолела на пути к своему счастью. Родилась Юлия в небольшом городе Курган 14 февраля 1987 года. Деятельность ее родителей связана с музыкой. Мама работала в местной музыкальной школе педагогом по фортепиано, а папа девочки был барабанщиком. В то время существовала рок-группа «Конвой». В ее составе был и Максим Фадеев, который был близким другом семьи. Именно он разглядел в маленькой Юлии хореографические способности и впервые вывел ее на сцену. Свободного времени у Юли не было. После школы у нее по расписанию была хореография. Появилась еще одна проблема. Зрение стало резко ухудшаться, и девочке пришлось носить очки. Она сильно из-за этого переживала и комплексовала из-за своей внешности. Отношения с одноклассниками у нее не складывались. Была у Юли лишь одна подруга, с которой она позже потеряла связь, переехав в 1993 году в Москву. Став певицей, она посвятила ей одноименную песню, надеясь, что та поймет, о ком речь. Оказавшись вместе с родителями в столице, первое время квартиру для проживания предоставлял им Максим Фадеев. Вскоре родители начали трудовую деятельность в Доме культуры Московского авиационного института. Нашлось здесь место и для Юли, где она выступала на новогодних спектаклях. Свои первые заработанные деньги она отдавала родителям. В 8 лет девочка снялась в своем первом клипе певицы Линда, продюсером которой был Максим Фадеев. Увидеть ее можно в клипах «Марихуана», «Сделай так». Также она исполняет бэк-вокал. Весной 2003 года на телевидении стартует новый проект «Фабрика звезд», куда была приглашена Юля. Ей удалось войти в пятерку лидеров. К отчетному концерту для нее Максом Фадеевым была написана песня «Высоко», за которую она получила свой первый золотой граммофон. В 2004 году девушка выступила за Россию в проходящем конкурсе World Best, по итогу которого ей присвоено 8-е место. В этом же году Юля представляет Россию на конкурсе Евровидения. В Турции, где проходил конкурс исполнителей, она спела песню «Believe Me». Это приносит ей 11-е место. Кстати, она очень довольна этим результатом. Еще спустя год у Юли выходит ее первый альбом «Высоко». Начинается время гастрольной жизни. В 2005 году появляется ее новая композиция с необычным названием «Если в сердце живет любовь», которая являлась саундтреком к популярному в то время сериалу «Не родись красивой». Личная жизнь Юлии Савичевой неразрывно переплетается с музыкой. Ее избранник – певец, поэт и музыкант Александр Аршинов. Юная участница шоу «Фабрика звезд 2» влюбилась в него с первого звука. Они даже не были знакомы, но молодой человек с пронзительным, завораживающим тембром навсегда покорил сердце Савичевой. Аршинов был участником коллектива «Бухта радости», на концерт которого мечтала попасть Юлия. Долгое время ей это не удавалось, но с помощью общих знакомых девушка все же оказалась на концерте. Благодаря своей напористости и целеустремленности Юлия заполучила номер телефона музыканта и не постеснялась позвонить ему первой. Аршинова удивил этот звонок, и молодой человек решил пообщаться с поклонницей. Разговаривая по телефону, Александр и Юлия почувствовали, что между ними много общего. Они договорились встретиться. Между молодыми людьми вспыхнули чувства. На тот момент Александру было 18 лет, а Юлии всего 16. Девушка познакомила своего избранника с родителями. Те были против, что у них еще совсем юной дочери появился ухажер. Но Юлия была непреклонна. Она продолжала встречаться с Александром. А когда девушка отметила совершеннолетие, ее кавалер предложил жить вместе. На удивление, родители Юлии Савичевой разрешили дочери съехаться с возлюбленным. Идти в ЗАГС молодые музыканты не спешили. Они оба серьезно занимались творчеством, не считая штамп в паспорте чем-то необходимым. Больше 10 лет молодые люди жили вместе. За эти годы они пережили много и хорошего, и плохого. В некоторые моменты их отношения висели на волоске, но влюбленным удалось все преодолеть, сохранить семью. Постепенно Юлия и Александр начали задумываться о детях. Оба понимали, что готовы стать родителями. Но когда долгожданная беременность наступила, Савичева легкомысленно к этому отнеслась.
Юлия, находясь в положении, не прекращала концертной деятельности. Савичева активно выступала, пропадала на репетициях. Она планировала уйти в декрет лишь на последних месяцах беременности. Но на гастролях с певицей произошла трагедия. «Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли. Началось кровотечение», – вспоминает тот страшный день исполнительница. Директор Савичевой начала обзванивать все местные больницы. Поиски увенчались успехом лишь через час. Юлию отправили в роддом. Врачи спасли молодую певицу, но ребенка она потеряла. Этот случай заставил исполнительницу пересмотреть жизненные ценности. Она продолжала мечтать о ребенке, но при этом боялась, что беременность вновь может закончиться выкидышем. Гражданский муж всеми силами поддерживал супругу. Пережить потерю малыша ему было также непросто. После трагедии влюбленные сблизились, они начали больше разговаривать, договорились ничего не скрывать друг от друга, строить личную жизнь на доверии. С годами боль утраты улеглась. Оба поняли, что малыш должен появиться в полной семье, а потому решили сыграть свадьбу. Свои отношения они зарегистрировали 23 октября 2014 года. Торжество по поводу свадьбы певицы прошло в столичном торговом центре Vegas Crocus City. После свадьбы певица усердно занялась здоровьем. Она принимала разные лекарства, но врач посоветовал девушке просто отдохнуть. Решив действительно на время забыть о работе, Савичева с мужем отправились в Португалию, где живут родители Александра. «Мы с мужем заново начали узнавать друг друга. У нас наконец-то появилось время на общение», – вспоминает то время девушка. Родители Аршинова с радостью разместили сына и невестку в большом доме, на территории которого есть живописный сад и бассейн. Когда пришло время отправляться в Россию, Юлия сделала тест и с радостью обнаружила 2 полоски. Узнав о беременности, певица отложила полет. Она решила вынашивать ребенка в Португалии. 14 июля 2017 года в семье Юлии Савичевой случилось долгожданное пополнение. На свет появилась маленькая Анечка. Через некоторое время супруги вернулись в Москву, но малышку оставили в Португалии у бабушки с дедушкой. По словам Савичевой, такое решение они приняли совместно с мужем и свекрами. На семейном совете было решено, что в Португалии более благоприятный климат и условия. В результате Анна Александровна Аршинова осталась в Португалии, она ни разу не была в России. Родители каждый день звонят малышке по видеосвязи, стараются регулярно к ней приезжать. К сожалению, из-за пандемии Юлия стала реже видеться с девочкой. Сегодня Савичева считает, что правильно поступила, оставив дочь в Португалии. Она говорит, что Ане лучше не видеть вечно уставшую, нервную маму, которая при этом регулярно пропадает на репетициях и гастролях. Как оказалось, певица не только способна заботиться о своем ребенке, но хочет помогать и тем детям, которые остались без родительской любви. Лет 5-6 назад я стала ездить в детские дома, общаться с детьми, дарить им подарки, рассказывает она. Но я, знаете, никогда не афишировал эти свои походы, и меня никто не просил их совершать. Я сама хотела и приезжала, просто потому что понимала, этим ребятам очень не хватает общения. Недавно выяснилось, что Савичева взяла под опеку 2 детей из детского дома своего родного города Кургана, Сашу и Кристину. Певица признается, что у нее ёкнуло сердце, как только она увидела фотографии этих ребят на сайте фонда «Измени одну жизнь». Юлия приобрела дом в Португалии. Он современный, уютный, с участком. В Португалии ей нравится все – и климат, и атмосфера, и люди. Теперь ее семья живет на несколько стран. Работа в России, дом с малышкой в Португалии, отдых на Бали. Все члены семьи поддерживают певицу, помогают ей. Савичева, став молодой мамой, заметно повысила гонорары за свои выступления. Теперь появление артистки на корпоративе в непраздничный день стоит 20 тысяч евро, тогда как ранее цена составляла 15 тысяч евро. В предновогодний же период стоимость еще выше и доходит до 25 тысяч евро. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!